В семье Цукербергов технологии были не хобби, а часть быта с самого начала. Его отец Эдвард держал стоматологическую практику прямо в доме. Мама Карен работала как психиатр. Дом стал и офисом, и лабораторией. Даже когда Марку было 12, он создал программу под названием ZookNet. Эта система связывала кабинет стоматолога и дом, позволяла посылать сообщения. Не нужно было кричать по коридору, можно было передать запрос цифровым путем. Многие биографии говорят, что младший Цукерберг придумал это как школьник-энтузиаст. Но это больше, чем просто детская игра. Он уже тогда понимал, что коммуникация можно перевести в код. Родители часто приглашали репетитора, чтобы развивать способности сына. Он увлекался не просто компьютерами, но языками программирования. В доме уже стоял компьютер задолго до многих сверстников. В свободное время Марк изучал язык C++, экспериментировал, придумывал мини-программы. Обычное детство, чтение, игры, школа сочеталось у него с тихим увлечением, которое для обычных детей казалось странным. Ключевые элементы будущего, технологии, скорость мышления, попытки автоматизировать повседневные задачи уже проявились задолго до Facebook. Нет ничего вымышленного здесь, все задокументировано в интервью, в заявлениях. А какие еще маленькие программы создавал юный Марк? Как развивалось это детское мастерство и как оно превращалось в нечто огромное? Уже в подростковом возрасте он не просто писал мелкие утилиты, он создавал серьезные алгоритмы. Одним из таких стал Synapse, музыкальный плеер с функцией машинного обучения. Программа сама изучала вкусы пользователя и подбирала музыку. Это была не просто обычная программа, это ранняя версия рекомендационного механизма, который сегодня входит в алгоритмы Spotify, YouTube и других сервисов. Synapse был разработанным вместе с одноклассником Адамом D'Angelo. Оба учились в престижной академии Phillips Exeter. Программа быстро стала достоянием технологических блогов, об ее возможностях заговорили. Компании вроде Microsoft и AOL предлагали купить Synapse или пригласить Марка работать. Но он отказался. Предпочел оставить проект бесплатным, чтобы больше людей могли пользоваться. Этот выбор многое говорит о характере. Не короткая выгода, а влияние и развитие. Synapse не принес ему миллионы сразу, но принес репутацию и опыт, показал, что он не просто ребенок-гуру, а создатель, способный думать о структуре поведения пользователей. В интервью сам Марк признавал, что Synapse был по сути тренажером для будущего. Он увидел, как технологии могут предугадывать поведение, как мелкий код превращается в продукт. Этот продукт не был идеальным, но стал точкой, после которой нельзя было игнорировать его как школьного гика. Уже после Synapse он поступил в Гарвард, но этот проект стал мостиком между детскими экспериментами и тем, что грядет дальше. Когда Марк поступил в Гарвард, ему было интересно не просто учиться, он искал способы пробиться через систему. Он создал сайт FaceMesh. Суть – загрузить фотографии студентов одного жилого дома и предложить пользователям голосовать, кто привлекательнее. Для этого он самостоятельно взломал защищенные базы данных университета, скачал изображения, а затем опубликовал их на сайте. Реакция была моментальной. Администрация Гарварда возмутилась нарушением приватности, студенты – скандалом, а этическая комиссия поставила вопрос об отчислении. Марк в своем блоге признал: «Я немного пьян, не буду врать», и публиковал страницу с фотографиями. Но, удивительно, университет отказался от отчисления, сочли, что он проявил общественный интерес, а не материальную выгоду. Этот эпизод важен. Он показывает, как молодой программист бросил вызов структурам и границам. Он не просто создавал, он провоцировал. И что самое важное, FaceMesh был тестом, как далеко можно зайти, чтобы привлечь внимание, и что за это последует. После шалостей с FaceMesh Цукерберг получил немало внимания и решил пойти дальше. Он запустил TheFacebook.com. Изначально доступ был студентам Гарварда. Идея была простой. Сеть, где люди создают профиль, добавляют друзей, пишут друг другу, но ключ только с реальным именем, и интерфейс строгий и лаконичный. На старте Facebook включал не все, что мы видим сейчас. Ни ленты новостей, ни рекламы. Но привлекательность в том, что все мои друзья уже там. Рост был органичным. Сначала остальные колледжи Старого Мира, потом школы и дальше. Люди захотели быть там, где уже есть знакомые. Еще на стадии запуска
запуска Марк проявил управленческую хватку. Пригласил талантливых студентов на хакатоны, отправлял вызовы разработчикам, обещал свободный простор в идее. Он сам сидел за кодом, работал над функционалом, был первым среди равных. Так Facebook рос, но в узком кругу. Это была лаборатория, где оттачивались механики, проверялись гипотезы взаимодействия. И то, что стартовая идея была простой, это ее сила. Минимум функций, максимум социальной логики. Два брата, Тайлер и Кэмерон Винклвосс, тоже студентами Гарварда, задумали социальную сеть Harvard Connection. Они обратились к Цукербергу с идеей и финансированием. Но через какое-то время на свет вышел The Facebook с элементами, похожими на их замысел. Братья подали иск о краже идеи и кода. Социальная сеть – это не изобретение велосипеда. Спор часто зависит от договоренностей, контрактов, переписки. У Винклвоссов не было официального письменного контракта, лишь устные договоренности. В судебном процессе они утверждали, что Цукерберг нарушил доверие и использовал их наработки. В конце концов, спор был урегулирован мировым соглашением. Цукерберг передал часть акций братов в компании. Для них это стало неожиданной выгодой. Поскольку акции росли с ростом Facebook, они получили большую ценность. Эдуардо Саверин был одним из первых товарищей Марка и инвестором Facebook. Вначале они были партнерами. Саверин владел заметной долей и занимался финансовыми сторонами. Но когда компанию начали привлекать внешние инвесторы, контроль над голосами и акциями усложнился. Цукерберг предпринял стратегию размывания долей. Структура распределения акций так изменилась, что Саверин потерял влияние. Он подал иск, утверждая, что был вытеснен несправедливо, лишен голосов и собственности. В ответ Марк утверждал, что контракт Саверина был нарушен и что тот действовал необдуманно. В одном случае якобы Саверин покинул команду и оставил серверы без финансирования. Итог – соглашение. Саверин получил денежную компенсацию и часть акций, но контроль остался у Цукерберга. Это не просто разгром партнера. Момент, когда стартап становится империей, и ее основатель отстаивает верховенство. Этот конфликт показывает, что в росте великой компании нужно не только создавать, но и удерживать власть. В начальные годы Facebook рос по числу пользователей, но денег не приносил. Проблема – как заработать, не убивая опыт пользователей баннерами? Ответ пришел в виде таргетированной рекламы. Цукерберг и команда придумали рекламную систему, которая вставляется прямо в ленту новостей, но не выглядит навязчиво. Рекламодателям позволили выбирать аудиторию по интересам, возрасту, географии. Это стало прорывом. Реклама стала частью контента, а не шумом. Ключевой элемент – данные пользователей. Facebook собирал интересы, лайки, подписки, взаимодействие. На основе этих данных маркетологи могли запускать точно направленные кампании. Это создало модель, где компания получала основную прибыль от рекламы. Скептики и критики уже тогда предупреждали, зачем такая глубина сбора данных. Эффект для пользователей – потеря приватности. Но модель показала эффективность. Доходы выросли, и Facebook стал бизнесом, а не просто социальной сетью. Монетизация изменяла само восприятие компании. Она стала инструментом влияния и власти через экономику внимания. Вместо того, чтобы пытаться победить всех конкурентов, Цукерберг начал их скупать. Первым был Instagram. В 2012-м Facebook заплатил за него $1 миллиард. Тогда это казалось безумием. Фотоприложение без выручки. Сегодня Instagram приносит Мета десятки миллиардов в год. Следующим стал WhatsApp. В 2014 году Facebook выложил $21 миллиард. Самая крупная покупка за всю историю компании. WhatsApp тогда был убыточен, но им пользовался 1 миллиард человек. Покупка означала контроль над коммуникациями. Третьим крупным приобретением стал Oculus, производитель VR-гарнитур. Эта покупка стала фундаментом для будущей метавселенной. Цукерберг уже тогда начал строить мосты в сторону новых форм цифрового присутствия. Стратегия была ясна – забрать внимание пользователя по всем фронтам – общение, фото, видео, виртуальный опыт. Каждое приобретение было не просто технологией, а платформой для сбора данных, внедрения рекламы, удержания аудитории. Пока другие строили проекты, надеясь попасть на радар гигантов, Марк собирал империю. И хотя это вызывало вопросы у антимонопольных регуляторов, влияние Мета стало только шире.
В октябре 2021 года Facebook сменил имя. Теперь это Meta. Новый бренд символизировал смещение фокуса от классических соцсетей к строительству метавселенной. Это стало самым амбициозным шагом в истории компании. Что такое метавселенная? Проще говоря, это виртуальное пространство, в котором люди могут общаться, работать, играть через цифровые аватары и устройства дополненной реальности. Марк заявлял: это будущее интернета. Он инвестировал десятки миллиардов долларов, открыл новые отделы, начал разработку устройств и программ. Основной проект Horizon Worlds – мир, где пользователи взаимодействуют в формате VR. Однако эффект оказался неоднозначным. Первые отзывы были сдержанными. Качество графики, сложность взаимодействия, высокая стоимость шлемов – все это вызывало скепсис. Инвесторы начали задавать вопросы: действительно ли это будущее или просто дорогая авантюра? Тем не менее, Meta не отказалась от курса. Несмотря на убытки, компания продолжила развивать проекты в этой области. Для Марка это был не просто технологический шаг. Это была попытка выйти за пределы текущего интернета, переизобрести правила игры. Вместе с ростом влияния Facebook появились и серьезные риски. Первый громкий кризис случился в 2016-м, во время выборов в США. Через платформу распространялись фейковые новости, а политическая реклама не всегда маркировалась как таковая. Цукерберга вызвали в Конгресс, чтобы объяснить, почему его компания допустила вмешательство. Следом скандал с компанией Cambridge Analytica. Эта организация собрала данные десятков миллионов пользователей без их согласия и использовала их в политических целях. Facebook обвиняли в том, что он не обеспечил должный контроль за персональными данными. А еще был эпизод в Мьянме. Военные использовали Facebook для распространения призывов к насилию против мусульманского меньшинства. Последствия были трагическими. Цукерберг все чаще появлялся перед законодателями, извинялся, обещал улучшения. Но критики утверждали, что Facebook превратился в инструмент манипуляции. И проблема не только в технологиях, но в масштабе. Любая ошибка стала глобальной. Эти события изменили имидж Марка. Из технологического визионера он стал восприниматься как человек, от решений которого зависит политическая стабильность, безопасность и судьбы людей. На фоне публичных провалов Марка начали окружать странные слухи. Некоторые утверждали, что он рептилоид или биоробот. Казалось бы, абсурд, но эти теории подогревались странным поведением. Его ровная, почти неживая мимика, холодный взгляд, необычные движения. В одной из публичных трансляций Цукерберг сам пошутил: «Я не рептилоид». Но шутка сработала не на всех. Кто-то воспринял это как подтверждение. Конспирологи указывали на видео, где его зрачки будто бы дергаются, а кожа неестественно блестит. Другие указывали на возможный синдром Аспергера, легкую форму аутизма, при которой человек испытывает сложности в коммуникации и эмпатии. Марк никогда не подтверждал наличие расстройства, но это объяснение звучит более правдоподобно, чем инопланетное происхождение. Добавил масло в огонь проект на Гавайях. Цукерберг строит там подземный комплекс с десятками комнат, бассейнами и тоннелями. По одной версии это убежище от апокалипсиса, по другой – центр управления на случай кризиса. Конкретных подтверждений нет, но документы о строительстве реальны. Эти слухи говорят о главном. У общества накопилось недоверие. Когда у человека слишком много власти, каждый его шаг становится поводом для домыслов. За 2 десятилетия Марк Цукерберг прошел путь от подростка в Гарварде до главы глобальной цифровой империи. Он построил Facebook, переименовал его в Meta, создал метавселенную, навел мосты в Африку, вложил миллиарды в искусственный интеллект. Его имя известно по всему миру, даже если сам он почти не дает интервью. Он пережил восхищение, критику, скандалы и обвинения. Потерял десятки миллиардов, но снова поднялся. Маск насмехался над ним, Конгресс вызывал на ковер, инвесторы сомневались. А он продолжал работать. Цукерберг – это не герой, не злодей, не пришелец. Это человек, который, возможно, лучше всех понял, как работает цифровое поведение. Он не предсказал будущее. Он его построил. И в этом кроется настоящая тайна. Марк отказался быть удобным, эмоциональным, понятным, но он оказался эффективным. Его решения жесткие, но логичные. Его амбиции пугают, но реалистичны. Его методы вызывают споры, но работают. Будущее мета неопределенно. Метавселенная буксует, законы ужесточаются, конкуренты наступают. Но у руля все еще тот же человек, который 20 лет назад написал строчку кода в студенческой общаге. И пока он держит в руках власть, вопрос один: сможет ли кто-то другой управлять этой империей, если он исчезнет?